Всем доброго времени суток. Сегодня у нас видео про осциллограф C1.5. Я его купил после Нового года на Авито. Рядом появилось объявление, то что продают за 1000 рублей. Как раз у меня были деньги после Нового года свободные. И я не удержался и купил такой аппарат интересный, классический, ламповый. Очень добротно сделан. Там все тут щелкает. Я его включал. Он там пытается подавать признаки жизни. Но на этом все. Надо будет конденсаторы менять. МБМ. Там очень много их. Сейчас снимем кожух, посмотрим, что там. Итак, открыли. Тут самое нижнее. Тут как раз таки вот эти вот МБМ конденсаторы. Я их проверил. Они где-то процентов 70. Они уже в очень плохом состоянии. Фактически это уже не конденсаторы, а что-то. Даже их тестер не определяет. Я также поставил сетевую вилку, сетевой штекер. Он как раз подошел по размерам. Оригинального у меня, к сожалению, нету. Здесь было очень пыльно. Я его почистил полностью. Кисточкой и пылесосом все здесь очистил. Сейчас так выглядит аккуратно. Очень аккуратно его делали. Прям заглядение. Смотреть очень приятно. Тут еще вот эти выпрямительные столбы. Я их думаю оставить. Они как раз рабочие. Можно их заменить обычными диодами на киловольт. На 2 киловольта можно спокойно заменить, думаю. Ну, конечно, лучше поставить с запасом. Киловольт на 4, 5. Запас никогда не помешает. Но я их оставлю. Они рабочие. Кинескоп как бы худо-бедно как-то пытается светиться там. Что-то показывать. Тут дросселя экранированные. Прям как будто они звуковые трансформаторы. Но на самом деле это дросселя. Так, пойдем дальше. Это самый нижний этаж. Сейчас пойдем повыше. Это второй этаж. Лампы тут все не дефицитные. Они, да, у всех радиолюбителей их много. Тут 6G4, 6G8, 6N8S, 6P9 и 6P6S. В общем, запас есть ламп. Тут 6P6S, моя любимая лампа. 59 год, 7 месяц. Около подогревателя он обычно коптится, если долго работает. Поэтому это довольно-таки свежая лампа. Надеюсь, эмиссии у ней много. Но на вид она свежая. Очень красивая лампа, мне нравится. Наверное, моя самая любимая лампа звуковая. Поставим на место. Тут опять же вот здесь вот МБМки эти металлобумажные. Эти переключатели тоже, наверное, придется почистить, потому что они со временем покрываются окислами. Так, тут трансформатор на ватт 250. Главное, чтобы трансформатор был целым. Я как-то перематывал на ламповый осциллограф свой.
Это было очень тяжело, там лопается там как раз анодная мотка. Она очень быстро перегорает за секунды. Так выглядит второй этаж. И вот они, МБМки. Они уже все вздутые какие-то. Вот это единственный герметичный, он, наверное, рабочий еще остался. Вот этот. Я их, наверное, поменяю все равно все на обычные металлопленочные К-73. Их у меня много. Тут вход на 6 по 9. Вход на 6 по 9 это очень жестко, конечно. Даже на 63-й год. Я долго думал, что именно поставить. Но остановился на 6Ж 9П. Ну, до этого еще далеко. Наверное, его надо сначала оживить, пока он не живой. Но подает признаки жизни. Как раз таки вот здесь они, вот это на управление пластинами. Эти конденсаторы все в очень плохом состоянии. Именно вот этот усилитель на 6 по 9, и он на пластину идет через эти конденсаторы. Они все дохлые. Сейчас буду менять. Посмотрим, что будет. Так легко ли отделаемся. Потому что сюрпризов очень много может быть. Именно эта техника 60-х годов. Уже очень много лет прошло. Неделю спустя. В общем, прошла где-то неделя. Я все конденсаторы поменял, МБМки, на К-73. Вот они все поменены. Потом я включил, он все равно не работал. Оказалось, что анодные резисторы некоторые в обрыве тут. В частности, вот этот на 6P6S анодный резистор, это 10 килоомный, 10-ваттный. Я его прикрутил прям в шасси с помощью медной оправки, потому что он греется довольно-таки сильно. Он был изначально вот такой, он так выглядел. Потом еще анодный резистор 1,2 килоома тоже в развертке. Это на 6N8S. И на вторую лампу вот этот тоже. Это, по-моему, 12 килоомный, зелененький. Вот он тоже был в обрыве. Это К-70 конденсатор тоже поставил. Не было керамического. Здесь вроде все. Сейчас пойдем наверх. Так, здесь тоже были зеленые резисторы 10-ваттные. Это анодные резисторы 6 по 9. Один из них был рабочий, другой с обрывом. У меня не было 10-ваттных. Я поставил 25-ваттные китайские. Они очень сильно греются, поэтому их тоже прикрутил к корпусу. Это получается на 4,7 килоома. Других не было. Здесь, наверное, ватт 150 уходит просто на тепло. Вот эта планка полностью греется, когда он работает, вот эта планка полностью греется. Тепло становится вот здесь. Вообще он очень много тепла производит. Долгими зимними вечерами его можно включать как обогреватель, наверное. Потому что он ватт 150 как минимум на тепло здесь уходит. Он очень теплый. В комнате становится теплее, когда его включаешь. Так, еще что здесь? Пластины я напрямую сюда пустил, потому что надобности здесь нету, чтобы их выводы были. Тем более они окисляются, они окисленные. Их надо чистить. В общем, на пластины напрямую здесь припаял. Поэтому здесь ничего не задействовано. Вот эту планку вообще можно убрать. Но я оставлю.
кушать не просит. Ну, из нововведений вроде все. Сейчас включим, посмотрим, как работает. 1 час спустя. Так, включаем осциллограф. Я камеру поставил прямо напротив экрана, чтобы было видно. Включил. Сейчас развертка начинает работать. Это я поставил калибровку от сети. Сейчас в сети такое напряжение. Такая синусоида. Так, можно крутить его. Такая синусоида от сети у нас. Сейчас развертку. Это... У меня в развертке остался один конденсатор МБМ. Это получается 3-й диапазон. Вот как раз вот это, если видно, вот как раз он с искажениями. Как-то растягивается вот как-то лупообразно. Надо вот его поменять. Это 0,04 микрофарада получается. Таких конденсаторов тяжело найти, такой конденсатор. Поэтому, когда сборные, скорее всего, придется сделать. Ну, пока не до него. А другие диапазоны, они получше. Вот здесь все ровно. Здесь тоже. Так, в общем, я подключил свой генератор. Сейчас будем проверять диапазоны. Самый низкий диапазон это получается 14 Гц. Сейчас включаю. Так, это 14 Гц, он так видит. Ну, не сказал бы, что это хорошо, но для лампового деда, я думаю, это неплохо. Сейчас пойдем на верхний диапазон. Это получается у нас 135 килогерц будет. Так, сейчас буду подключать. Так, вот поймал. Это у нас 135 килогерц. В общем, так дедуля работает. Опять же, с ним очень много работы еще. Он местами глючный. Бывает. Потенциометры надо будет почистить со временем. Потому что они шуршат явно. Вот они скачут, прыгают. Но это не в ближайшее время явно. Пока работает и ладно. Такое было видео у нас сегодня. Такая вот интересная покупка. Кое-как мы его заставили работать, он работает. В хозяйстве осциллограф пригодится. Ламповый тем более. Хотя он уже многое не может, что сейчас современные могут. Но тем не менее, такой осциллограф. Для 60-летнего деда показатели неплохие. На этом, наверное, все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Дизлайки ставить уже, наверное, бесполезно, так как их не видно. Еще увидимся в будущем. Всем удачи и пока.